Сейчас я хочу показать, как я вяжу круг столбиками в раскол. Вот такой вариант. И покажу соединение хвостиком. На мой взгляд, это самый удобный способ соединения именно при вязании в раскол, потому что и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны это соединение совсем незаметно. Так, для начала оставляю хвостик длиной примерно пусть 30 сантиметров. Делаем кольцо амигуруми таким же способом, как обычно. И набираю еще 5 столбиков без накида. То есть первый уже набран, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. 6 столбиков без накида в кольцо затягиваем, помогаем руками, расправляем. Постараюсь затянуть, чтобы не было вот здесь дырочки. И вот наш хвостик, и вот наш последний провязанный столбик. И как я делаю? Распускаю наполовину, остается предыдущая петля и вытянутый столбик. И рабочую нить я не трогаю, а беру хвостик и провязываю хвостиком вот этот столбик. Вытягиваю его до конца. И вот первый провязанный столбик, первая косичка в этом ряду. В нее завожу крючок с обратной стороны, то есть с изнаночной. Этот же хвостик набрасываю на крючок и вытягиваю его туда назад. То есть зашла с обратной стороны, зацепила нитку и вытянула ее на изнанку. Вот такой вид с обратной стороны, и вот он хвостик. И теперь его нужно пропустить через столбик таким образом, чтобы получилась косичка. То есть вот он последний столбик, вот его перемычка. И вот косичка, которая была провязана. Под эти две ниточки ввожу крючок. И этот хвостик набрасываю на крючок и протягиваю. То есть делаю фальш петлю только вот этим хвостиком. Дальше нужно все подровнять, подтянуть, чтобы размер этих косичек был примерно одинаковый. Получился вот такой круг. По кругу у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 косичек. Круг сомкнут, никаких лишних утолщений. Хвостик остался вот здесь, сзади. Далее нам нужно провязать второй ряд. Следующий ряд я начинаю вязать с этого же столбика, который был провязан последним, через который мы пропускали хвостик. Вот он вышел. И вот сюда в раскол, вот сюда, прям в самую серединку, я ввожу крючок. Ввожу и цепляю рабочую нить. Вот он наш первый столбик второго ряда. Провязываю. Следующий столбик я провяжу сюда же. То есть по тому же принципу вязания круга. Все прибавки и распределение их, все то же самое. Меняется только то, что здесь ряд закрывается. То есть каждый ряд будет закрываться хвостиком, и
не будет перехода по спирали. То есть, когда будет готов полностью круг, у него не будет никаких переходов и ступенек в конце. Следующий столбик мы должны провязать вот сюда, в этот раскол. Это был первый столбик нашего первого ряда, который мы провязывали в кольцо, и он очень тугой, потому что когда мы затягивали кольцо амигуруми, там затянулось так прилично, поэтому я беру крючок поменьше и ввожу сюда, также в раскол. Вот он вышел. Им я просто помогу себе немного, вытяну сюда рабочую нить и дальше буду вязать тем же крючком. Так, один, сюда же еще один. Если также туго, то лучше не мучиться, взять крючок тоненький и помочь себе вытянуть. Также я стараюсь всегда провязать первый ряд не очень туго, чтобы потом было легче вязать второй ряд. Дальше уже будет попроще. Вот третий раскол, третий столбик, раскол, вводим сюда, в серединку, и сзади у нас выходит тоже между двух ниточек, также в раскол. В следующем ряду, в следующем столбике также не вот так, а между двух в раскол. Попробую рабочим крючком. Ввожу еще серединку между, цепляю рабочую нить, вывожу столбик, провязываю, следующий сюда же, следующий раскол, следующую галочку, второй сюда же, следующий. По счету это у нас уже 9, 10 сюда же. И в этом ряду осталось еще 2. Провяжем вот в этот раскол, вот в эту галочку сюда. И с обратной стороны смотрим обязательно, чтобы вышел крючок между ниточек. 11 провязываем, 12 вытягиваем и не провязываем. Откладываем рабочую нить, берем хвостик, хвостиком провязываем, полностью его вытягиваем. И закрываем таким же способом, как и в первом ряду. Крючок вводим с обратной стороны, то есть с изнанки, под первую косичку предыдущего ряда. Вводим ниточку, цепляем, вытаскиваем ее туда, назад протягиваем. Все здесь можно расправить, чтобы не было видно всех тех переходов.
Разворачиваем и вот сюда вводим крючок под перемычку в последнюю косичку, провязанную хвостиком, и выводим сквозь это все хвостик. Все это можно подтянуть получше, чтобы косичка была такого же размера, как все провязанные столбики. Вот здесь у меня получилась дырочка. Почему? Потому что я старалась сильно не затянуть, чтобы на видео не мучиться и не ковырять. Очень туго было бы здесь, да? То есть я затянула вроде бы сильно, но недостаточно. Поэтому у меня, пока я вязала, кольцо немного расшаталось. Поэтому вот этот момент нужно проследить в самом начале. То есть очень-очень хорошо затянуть кольцо, чтобы вот этого отверстия не было. Особенно если это сумка, то будет некрасиво, если в самом донышке в середине будет дырочка. Для салфетки, например, какой-то, да, это не критично. А для корзинки, если там хранятся какие-то мелочи, то, возможно, это будет неуместно. Начинаем вязать третий ряд. Вот в эту галочку ввожу крючок. Если вот сюда посмотреть, то у нас же в каждом столбике по 2 ниточки проходит, куда мы вводим крючок в раскол. То есть вот с этой стороны в раскол мы вводим, и у нас вот здесь 2 ниточки. Здесь 2 ниточки. А вот здесь, где мы закрывали хвостиком вот этот столбик, здесь проходит 1 ниточка. Поэтому здесь раскол не ищем, а просто вот в это место вводим. Выводим столбик на лицевую сторону и провязываем. В этом ряду 2 прибавка, столбик, прибавка, столбик. Сразу делаем прибавку, следующий раскол, столбик, 1, следующий прибавку, 1, прибавка. И так до конца ряда у нас чередуется одиночный столбик с прибавкой. И еще раз покажу, как соединить. Последняя прибавка третьего ряда. Вытягиваю столбик и не провязываю. Откладываю рабочую нить, беру хвостик, хвостиком провязываю и его вытягиваю. Завожу крючок в первую косичку этого ряда. С обратной стороны хватаю хвостик, вытягиваю его наизнанку. Разворачиваю, беру хвостик, ввожу крючок в последнюю перемычку и в последнюю провязанную косичку. Цепляю хвостик, вытягиваю полностью до конца. Дальше помогаю себе руками, придаю красивый вид косички и слежу за тем, чтобы она была примерно такого же размера, как все косички провязанного ряда. И следующий ряд я начинаю вязать из этого столбика, который был провязан последним. Вывожу столбик, новый ряд и провязываю. Далее я буду делать прибавку, 2 столбика без прибавки, прибавку, 2 столбика без прибавки. И так буду вязать каждый ряд до нужного размера и закрывать хвостиком. Как узнать, какой длины нужно отложить хвостик в самом начале, чтобы провязать определенное количество рядов? Например, я планирую провязать 8 рядов. И теперь мне нужно знать, какой длины хвостик мне оставить. Вот провязанный столбик последний. Я беру хвостик и делаю метку.
примерно вот здесь. Карандашом, маркером, смывающимся, ручкой, мелом, чем угодно. Распускаю его. То есть хвостик вытаскиваю обратно. Да, кстати, минус этого способа, это то, что распускать придется каждый ряд вытаскивать хвостик. Беру сантиметровую ленту и вот от этого места до этого у меня примерно почти 6 сантиметров. И вот 8 рядов по 6 сантиметров, да, 48 сантиметров. Но я оставлю где-то 55 сантиметров, то есть еще процентов 10 я возьму на запас, на всякий случай. Если у вас 15-16 рядов, значит вы эту цифру умножаете на свое вот это вот расстояние. Всегда старайтесь связать образец. Если вы работаете постоянно с одной и той же пряжей, у вас пусть будет один образец, на котором вы высчитаете все и все запишите. И оставьте его себе, сохраните, чтобы каждый раз вам можно было к нему вернуться и посмотреть, как было провязано, сколько ушло нити, сколько столбиков, какие были прибавки. Поэтому вязать образцы лениться не надо. Это очень хорошо помогает, в первую очередь для того, чтобы не распускать. Есть еще один способ соединения ряда, когда не используется хвостик, а идет закрытие рабочей нити. Я не знаю, как этот способ называется, но мне почему-то название лассо. Я его так прозвала про себя и в уме так и называю. Значит, как закрываем? Последний столбик провязали. Здесь у нас хвостик не участвует, здесь только участвует рабочая нить. Провязываем последний столбик и заводим крючок с обратной стороны под первую косичку. Вот эту петлю от столбика мы вытягиваем обратно, то есть наизнанку. Получается вот такой вот вид. Далее ее увеличиваем до нужного размера, чтобы сквозь нее пропустить изделие. И затягиваем рабочей нитью до нужного предела. То есть выглядит это примерно вот так. Сначала затянем вот в этом месте и потом самой нитью уже до конца. Этот способ тоже имеет место быть. В моментах, когда можно соединять хвостиком, я все-таки соединяю хвостиком. Если нет, то я использую вот этот способ.